Привет, это Юлия Навальная. Я сейчас вам покажу видео, пожалуйста, посмотрите его внимательно. Эта съемка публикуется впервые. Что, смотрели «Веном 2»? Чего? «Веном 2». Это что Сейчас самый популярный фильм такой. По всей кинотеатрах идет. Вы вообще как в тюрьме сидите. Это мой муж Алексей Навальный. По другую сторону стекла, слева, его адвокат Ольга Михайлова. Справа второй адвокат Вадим Кобзев. Вот другая съемка. Это тоже встреча Алексея с защитником, адвокатом Алексеем Липцером. Невооруженным глазом видно, что это съемка скрытой камерой. Она установлена в колонии, в помещении для встреч с адвокатами. Она записывает каждую такую встречу и пишет звук. Этих видео, которые я вам сейчас показываю, вообще не должно существовать. Встреча подзащитного с адвокатом – это адвокатская тайна. По закону никто не имеет права знать их содержание, не имеет права присутствовать, а уж тем более записывать. Нам необходимо приостановить встречу в связи с чем? в связи с вечерней проверкой. Но для Алексея Навального Путин придумал свои законы. Алексея снимали на видео прямо с момента его задержания. И каждую минуту, каждую секунду в тюрьме. Иногда его специально будили ночью, чтобы еще и дополнительно заснять на видеорегистратор. Иногда эти съемки выкладывали в интернет. И казалось, что единственное место, где Алексея не снимали, это комната для встреч с адвокатами, потому что такие встречи защищены адвокатской тайной. Но это так казалось. На самом деле все тайно записывалось, и не только той видеокамерой, которую я показала, но и еще одной, которая была вмонтирована в потолок прямо над головой Алексея, чтобы фиксировать каждое слово, которое он пишет на листе бумаги. Алексей рассказывал мне, что в какой-то момент во время одной встречи с адвокатом он просто встал на стол, ударил по потолку, и оттуда выпала плохо приделанная большая камера, спрятанная за потолочной плиткой. Эти видеокадры оказались у нас абсолютно случайно. Нам их прислали, когда мы объявили вознаграждение за любую информацию, связанную с убийством Алексея. Я воспользуюсь моментом и еще раз повторю этот призыв. Мы знаем точно, что момент убийства Алексея был записан сразу на несколько видеокамер. И если у вас есть эта съемка, мы готовы заплатить за нее 10 миллионов рублей. Прямо сейчас во Владимирской области идет полностью закрытый судебный процесс. Там без прессы, без родственников, без слушателей судят 3 адвокатов Алексея – Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Их обвиняют в том, что они были членами экстремистской организации ФБК, и вся их адвокатская работа была лишь прикрытием для этого самого жуткого экстремизма. Алексей Липцер, Вадим Кобзев, Игорь Сергунин. Я хочу, чтобы вы знали и помнили эти имена. Они адвокаты моего убитого в тюрьме мужа, и они политические заключенные. Уже 14 месяцев они в СИЗО. Они не совершали никаких преступлений. Они сидят за то, что просто выполняли свою работу, которую должен выполнять любой адвокат с любым заключенным. Готовили стратегию защиты, обсуждали вопросы содержания в тюрьме, писали жалобы, подавали в суд. Именно из жалоб адвокатов мы узнали, что Алексея пытали, морили голодом, не выдавали зимние ботинки, лишали сна, подселяли в малюсенькую камеру больного зэка, специально лишенного средств гигиены, превратив живого человека в биологическое оружие. В случае с политическими заключенными адвокат – это вообще особый, самый важный человек. Только благодаря адвокатам мы узнаем, что с их подзащитными происходит что-то плохое или страшное, будь то перевод в ШИЗО или пытки, новое дело или этап, болезнь или конфликт с администрацией. Каждая такая ситуация создает опасность для жизни политзаключенного. И только благодаря работе адвокатов у нас появляется возможность это остановить. Эту работу и делали адвокаты Алексея Навального в последние годы. И делали ее блестяще, самоотверженно и честно. Избрать обвиняемого Кобзеву Вадиму Дмитриевичу меру пресечения в виде заключения под стражей, установить срок его содержания под стражей на 2 месяца до 13 декабря
23 года. И посадили их, давайте будем откровенными, именно за это. Это произошло, напоминаю, в октябре 2023 года. Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Кобзева Владимира Дмитриевича на 3 месяца на 0 суток, а всего до 5 месяцев на ряд суток, то есть до 13 марта 2024 года. Через несколько недель, в декабре, Алексея отправили по этапу. Мы потеряли его почти на месяц, а потом обнаружили в колонии в Харпе, где еще через несколько недель его убили в день, когда у него не было встречи с адвокатом. Я рассказываю вам историю этих трех конкретных людей, но на самом деле она совсем не только о них. Она касается вообще всего адвокатского сообщества, всей судебной системы, а значит и всех нас. 25 лет назад, когда Владимир Путин только пришел к власти, он начал последовательно и осознанно разрушать любые демократические, любые здоровые институты, которые могли бы помешать ему оставаться президентом вечно. Независимые СМИ, представительная власть, правоохранительная система, избирательная система – все это Путин уничтожил или подчинил себе. А полное разрушение судебной системы стало, пожалуй, главным и самым эффективным достижением Путина. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, верно служить народу. Любой россиянин на словах о честных российских судах просто рассмеется. Их не существует. Все знают, что суд вынесет то решение, которое ему скажут. Или за которое заплатят. Ни у кого не возникнет мысли, что судья будет на полном серьезе рассматривать дело, изучать документы, обеспечивать состязательность процесса. Вот как суд выносит приговор. Буквально тысячи людей с этим сталкивались. Судья уходит в свою комнатку. Там раздается телефонный звонок, и готовое решение судье просто диктуют или присылают по почте. И дело здесь не только во взятках или новом Мерседесе, который чудом появился у районного судьи где-нибудь в Краснодаре. Продажные суды – это не недосмотр и не перегибы на местах. Они придуманы и организованы в Кремле, потому что они без преувеличения жизненно необходимы Путину. Без них он не смог бы оставаться у власти и один полный срок. Представьте на минуту, что было бы, если бы суды были честными. Вот какой-нибудь друг детства Путина выигрывает многомиллиардный господряд на строительство дороги или моста, а арбитражный суд отменяет эту закупку, потому что конкурс был нечестный, а победитель был известен заранее. Вот другой друг Путина разворовал госкомпанию, и теперь деньги от продажи газа и нефти идут не в бюджет, а в карман его сына или тещи. Возбуждается уголовное дело, суд изучает материалы, приговор виновен. Еще пример. Жулик-губернатор фальсифицирует выборы. Вбросы, карусели, фальшивые протоколы. Наблюдатели ловят его за руку. И честный суд, если бы он был, что делает? Правильно, отменяет результаты голосования. Назначаются новые выборы, которые уже проходят честно. Или на митинге вас скрутили и избили. Если суд нормальный, то что случится? Срок достанется ОМОНовцу, а не вам. И это прямо путинский ночной кошмар. И ровно поэтому, а не по какой-то другой абстрактной причине, независимая судебная система была Путиным полностью уничтожена. А вместе с ней он уничтожил и профессию адвоката. В мафиозном, коррумпированном государстве хороший адвокат – это не тот, кто может произнести блестящую речь, построенную на тонких юридических аргументах. Такой адвокат только мешает. А тот, кто знает, как именно передать судье или следователю взятку, чтобы обеспечить нужное решение. И это страшно. Система 2 десятилетия поощряет худших, а лучшие выдавлены из профессии, из страны или вообще посажены. Но важно понимать и помнить, что несмотря на все это, несмотря на то, что профессия по факту уничтожена, в нашей стране все равно оставались и остаются адвокаты, которые продолжают работать вопреки всему, которые отказываются подчиняться преступной системе, отказываются идти на компромиссы с совестью и остаются верными своему делу. И именно такими адвокатами являются и Вадим Кобзев, и Алексей Липцер, и Игорь Сергунин. Но не только они, разумеется.
Есть адвокат Дмитрий Талантов из Ижевска. И его недавно приговорили к 7 годам колонии. Он защищал журналиста Ивана Сафронова. Есть адвокат Иван Павлов из Петербурга. Он вместе со своей командой брался за самые безнадежные дела ученых, которых ФСБ преследует за вымышленные госизмены. Павлова вместе с коллегами буквально выдавили из страны и возбудили уголовные дела. Есть Павел Чиков из Казани и его правозащитная Агора, организация, которая объединяла сотни адвокатов, защищавших участников митингов, активистов, журналистов. Агору тоже разгромили. Есть Ольга Михайлова, которая 15 лет защищала Алексея Навального во всех судах и лишь чудом не была арестована, потому что в день, когда пришли за адвокатами Алексея, была в отпуске с дочкой. Вернуться она не может. В России против нее заведено уголовное дело, она в розыске и включена в список экстремистов и террористов. Мы должны всех этих людей знать, поддерживать, а когда требуется, и защищать. Конкретно этих адвокатов, которых я назвала, но и многих других. Ведь они на самом деле нам очень нужны. И я сейчас не только про защиту наших прав в суде, я про наше будущее. Один из самых частых вопросов, которые я слышу. Вот вы говорите, что в прекрасной России будущего надо первым делом до каких-либо других реформ проводить судебную реформу. А где этих новых честных судей взять? И в этом вопросе как будто сразу заложен ответ. Это нереально. Судьи всегда были и останутся продажными. Других у нас просто нет. Так вот, где новых судей нужно брать. Не назначать в администрации президента, а по конкурсу набирать из адвокатского сообщества, из ровно этих самых людей и их коллег, которые имеют реальный опыт адвокатской работы. Вот откуда возьмутся нормальные судьи. Те, которые не станут под копирку штамповать продиктованные по телефону приговоры, не будут на десятилетия упекать за решетку тех, кто не совершал никаких преступлений, и те, для которых единственным авторитетом будет закон. И я верю, что адвокатское сообщество сыграет большую роль в восстановлении справедливости и просто нормальной жизни в нашей стране, когда с Путиным и его режимом будет покончено. И поэтому я обращаюсь ко всем российским юристам и адвокатам. Не закрывайте глаза на этот произвол, который происходит сейчас по отношению к вашим коллегам. Вы понимаете лучше других, что показательный карательный процесс над адвокатами Алексея Навального – это только начало. Что утешать себя мыслями о том, что приходят только за политическими, бессмысленно. Вы можете оказаться следующим, даже если ваш клиент не имеет никакого отношения к политике. Я знаю, как вам дорога ваша профессия. Мой муж был юристом и адвокатом. Когда нам было по 25 лет или даже меньше, он рассказывал мне о том, как мечтает выступать в суде, защищать людей, произносить пламенные речи, которые вмиг убедят присяжных вынести справедливый вердикт. И что случилось за 20 лет? Ни речей, ни судов, ни присяжных. Ваши знания, навыки, красноречие оказались просто никому не нужны. Ваше призвание превратили черт знает во что и лишили вас возможности быть тем, кем вы хотите быть. Но я точно знаю, это закончится. И настанет день, когда Путин и те, кто помогал ему разрушать нашу страну, сами окажутся на скамье подсудимых. А мы сделаем все для того, чтобы честные, смелые, умные адвокаты вышли из тюрем, приехали из изгнания, вернулись в профессию и помогли нам сделать Россию прекрасной и свободной страной, основанной на верховенстве права. Но чтобы это когда-то произошло, нам нужно делать что-то сейчас. Нам нужно бороться и не опускать руки. Прямо сейчас нам всем нужно дать делу адвокатов Алексея Навального максимальную огласку. Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин должны быть немедленно освобождены. Они должны вернуться к своим семьям. Я призываю адвокатов к солидарности и коллективному действию. Это может быть вашей последней возможностью защитить самих себя. Все адвокатское сообщество должно вступиться за своих коллег, прийти на приговор, который будет в ближайшее время, поддержать их. Адвокатские палаты во всех регионах должны выступить в защиту Кобзева, Липцера и Сергунина. Да просто напишите, пожалуйста, о них в своих соцсетях. Расскажите об их работе, о том,
что прямо сейчас их судят. Вы прекрасно знаете, что не нарушите этим ни один, даже путинский закон. А всех остальных, кто смотрит это видео, я прошу поделиться ссылкой на него, чтобы как можно больше людей узнали об адвокатах моего мужа. Они достойны того, чтобы их имена звучали громко. Свободу Липцеру, Кобзеву и Сергунину. Свободу политическим заключенным.